Всем привет! Привет, друзья! Сегодня мы для вас приготовили один из самых любимых наших десертов. Это медовый торт или, как его называют еще, медовик. Конечно же, каждая хозяйка делает его по-своему. Но мы, как обычно, приготовили его по своим семейным традиционным рецептам, и это получилось изумительно и вкусно. Многих смущает, что там надо приготовить 9-10 коржей. Но на самом деле, во-первых, оно того стоит, это действительно вкусно. А во-вторых, выпекаются они достаточно быстро. Смотрите видео до конца и увидите, что у нас ушло всего 35 минут на выпечку 9 коржей. Покажем? Поехали! Для приготовления теста нам понадобится 2 яйца, 150 грамм сахарного песка, 2 грамма соли, 100 грамм меда, 100 грамм сливочного масла, 5 грамм соды и 500 грамм муки. Разбиваем яйца в кастрюлю, в которой будем готовить тесто. Добавляем сахарный песок и перемешиваем до однородности. Выливаем мед. Высыпаем соль. И еще раз все как следует перемешиваем. Теперь добавляем сливочное масло, предварительно разделив его на кубики. Ставим кастрюлю на плиту. Постоянно помешивая, доводим до кипения. И как только масса закипит, убираем с плиты. Добавляем соду и перемешаем. Дадим смеси немного остыть и начнем по частям вмешивать в нее предварительно просеянную муку. Как только первая часть муки полностью растворится, добавляем следующую порцию. Муки может уйти чуть меньше или чуть больше. Надо сориентироваться по консистенции теста. У нас ушло 450 грамм. Тесто стало достаточно плотным. Продолжаем месить руками. Соберем то, что прилипло к дну. Сформируем шарик. И продолжим месить тесто уже на присыпанной мукой доске. Скатаем тесто в длинную колбаску. И поделим ее на 9 частей. Теперь каждую часть скатаем в шарик и сложим все шарики на тарелку. Упакуем тарелку шариками теста в полиэтиленовый пакет. И уберем в холодильник часа на 2. Через 2 часа достаем из холодильника и начинаем готовить коржи. Шарики достаем по одному, чтобы остальные не заветрились. Сначала шарик разминаем, скалкой раскатываем диаметром чуть больше 20 сантиметров. Неровные края нас не пугают, так как вырезать мы будем с помощью раздвижной формы, и все коржи у нас получатся одинаковые, идеальные, диаметром 20 сантиметров. Обрезки откладываем в сторону, мы их тоже будем выпекать. Выкладываем корж на противень и туда же кладем обрезки. Раскатываем второй шарик. Опять вырезаем корж. И
кладем его вместе с обрезками на противень к первому коржу. Отправляем коржи в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 7. Пока первые 2 коржа выпекаются, готовим вторую противень со следующими 2 коржами. И так продолжаем со всеми остальными коржами. Благодаря такому конвейеру у нас ушло всего 35 минут на выпечку всех 9 коржей. Обрезки складываем в отдельную емкость, они нам понадобятся для присыпки нашего торта. А коржи складываем на тарелку. Пока они будут остывать, приготовим крем. Для крема возьмем 400 грамм жирной сметаны, 400 грамм жирных сливок, 150 грамм сахарной пудры и 8 грамм ванильного сахара. Крем очень простой и очень быстро готовится. Все ингредиенты смешиваем в одной емкости и взбиваем миксером. Получается замечательный сметанный крем. Легкий, воздушный и очень вкусный. Осталось собрать наш торт. Каждый корж обильно смазываем кремом. Крем не жалеем, потому что коржи впитывают его очень хорошо. Выравниваем крем по бокам торта. И все. Осталось его украсить. Классический медовик обычно только обсыпают крошкой из обрезков коржей, предварительно измельчив их в блендере. Начинаем обсыпку с боков торта. Потом присыпаем поверхность, стараясь покрыть ее полностью. Все, торт готов. Теперь надо дать ему постоять хотя бы пару часиков в холодильнике, а лучше оставить на ночь. И можно пробовать. Отрежем кусочек. Коржи пропитались, торт стал мягкий, а посмотрите, какой он красивый в разрезе. Приятного аппетита! Ну что, настал тот самый замечательный момент, когда можно выпить кофейку за наши труды праведные. И наградить себя кусочком божественного медового торта. Пробуем? Пробуй. Ой, какой он нежный, посмотри. Ну-ка. Друзья, это фантастика. Просто потрясающие вкусовые впечатления. Коржи все пропитались, благодаря тому, что мы все-таки его ночь подержали в холодильнике. Вкус непередаваемый. Честное слово, он стоит тех трудов, которые на него потрачены. И согласись, что вот этот сметанный крем со сливками, не приторный, не очень сладкий, он даже с кислинкой какой-то, он придает этим коржам просто восхитительный вкус. Очень вам советую. Настоятельно. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, делитесь своими рецептами, задавайте вопросы. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих любимых и близких потрясающей вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!